этом ролике я покажу вам интересные пляжи, проедем по окрестностям, посмотрим винодельни, оценим агротуризм и даже будет моя долгожданная рыбалка. Привет, друзья! Вы знаете, я так влюбилась в Анапу, пока ездила в командировке, что решила сюда приехать в отпуск. В этом ролике частично вы это увидите. Ну что, друзья, как добраться до Анапы? До Анапы добраться можно несколькими путями. Самый простой, дешевый – это плацкартный вагон российских железных дорог. Вот, собственно, я так и еду. Билет 6 тысяч стоит из Москвы. Ну, еще места-то какие романтические. Боковая полка у туалета. Вот видите, как инновации внедряются в плацкартном вагоне. Можно сделать себе такой мини-отель Ритц-Карлтон. Вот, пожалуйста, изолироваться от прекрасных соотечественников. Знаменитый поездной чай. Кстати, ваше здоровье. Здесь почему-то особенно вкусный. Может быть, это вкус какого-то детства или именно вот эта вот составляющая делает его особенным. Наверное, порой в плацкартном вагоне ехать даже лучше, чем в купейном. У тебя здесь посвободнее. Значит, из плюсов. Кондиционер работает, за окном 38, здесь 24-25. Все чистенько. Да, наверное, не самый современный поезд или вагон, но вот, пожалуйста, розетки есть, заряжать можно. Ты можешь посмотреть в окно, посмотреть, какая большая страна, что там, вот, например, проезжали, я была поражена долиной ветряков. Можно почитать, можно выспаться. Можно, конечно, в срач какой-нибудь попасть. Люди разные бывают. В общем, на этом поезде я доеду за 32 часа. Ну, ничего страшного. Я же в отпуск еду. Любой маршрут выбираете. Яндекс.Путешествия, автобусы ЖД, авиасейлс, самолеты. Ссылка будет в описании. Ну что, друзья, вот канал «Путешествие вкусно». В поезд с собой ничего вкусного не взял. Решили попробовать. Что ж, РЖДшки-то наши любимые дают бистро. Сразу скажу минус, в бистро нет кондиционера. То есть на улице где-то плюс 30. Сейчас мы между Воронежем и Ростовом. И не очень комфортно. В вагоне, в обычном плацкартном, гораздо комфортнее ехать. Ну, ассортимент здесь. Семга, сельдь, мясное ассорти, сырная тарелка, соляночка, борщец. Буду сейчас выбирать между ними. Ну и какие-то базовые там пельмешки, сосиски. Без высокой кухни. Ну, посмотрим, насколько оно соответствует хотя бы домашним представлениям. Вот я, кстати, есть бизнес-ланч. 550 рублей стоит. Интересно. И, кстати, здесь наливают. Здесь наливают российские вина. Вот. Но вам могут отказать в наливании, если вы до этого где-то уже поналивались. Но в поездах нельзя этим заниматься, поэтому, чтобы не омрачать путь, лучше воздержаться и, например, почитать книгу. Слушайте, ну вот, конечно, тут к этому бистро очень много вопросов. Половина ассортимента нет. Борщ будет к 3 часам только. Есть солянка, но из салатов я взяла греческие. Но пока по запаху и по виду все очень свежее. Вот соляночка подошла. Спасибо. С булочкой. Сезонные непластиковые овощи. Сейчас я попробую, что тут за соляночка у них. Очень даже неплохо. Конечно, не так идеально, как могла бы приготовить я. Но когда у тебя нету ни яиц вареных, ни жареной курицы, в общем, ничего, кроме водички нет, то вполне очень неплохо. Здравствуйте. Можно к вам? Да. За деньги? Конечно. Вот, конечно. За деньги все можно? Да, вот проходите сюда на кассу, да? И вам дадут все. Ага. Спасибо большое. Вот отсюда мы прошли по дорожке. Вот совершенно в прекрасные дюны. По дорожке, которая деревянная. Сейчас дойдем до моря, где уже за 350 рублей куплен лежачок.
Друзья, вот знающие люди подсказали, а вообще я и сама хотела побывать в этом месте. Здесь вот рядом находится отель Luxury Village Resort, как-то так он называется. Стоит он где-то 75 тысяч на двоих в сутки. Ну, так, понимаете, прям лакшери. Я в таком ценообразовании никогда не проживала. Но рядом есть вход вот на этот пляж, просто волна. И за 350 рублей, посмотрите, в какой красоте. Людей мало, песок очень приятный. Тут еще как раз стихия картинку разукрашивает. И он практически пустой. Ну, то есть редкие какие-то посетители. И если посмотреть налево, и если посмотреть направо, там очень много людей. Как и на центральном пляже, как и на других сейчас анапских пляжах. А здесь вот так вот достаточно камерно. Да, вот есть вот это цветение, но вода все равно очень чистая. Ну, вот наши лодочки, но их пройти, если чуть подальше, потому что здесь все равно мелко, то будет совершенно чудесная водичка. Но вот эти бороздки, это говорит о том, что пляж чистят трактора. Это совершенно потрясающе. И вот здесь никакого лишнего мусора не видно. Единственное, что удручает слух, это местные саундтреки. Но вы можете поставить свой плейлист. Ну, я бы так сделала. Слушайте, ну вот чем заниматься в Анапе? В Анапе можно все, что угодно найти. Например, сейчас мы приехали в гольф-клуб. Прекрасный завтрак, немножечко игристого, арендованный кар. Посмотрим, что там на гольф-полях происходит. Вообще очень красивая экипировка, если ты этим занимаешься. Все группы мышц развиваются. То есть ты как будто бы какой-то иностранец. Это такая трава идеального. Да, брызги. Ну, это идеальный газон, конечно. Как будто бы вот искусственный ковер. Это вот восхитительное ощущение. И даже босиком пройти. Ой, это что-то с чем-то. Это все Анапа. Ужас какой-то. Столько всего прекрасного здесь. Ощути себя аристократом. В прямом смысле этого слова. С утра шампанское. Посмотрите, картинка, на которую можно смотреть бесконечно. Просто сидеть и смотреть. Посмотрите, какая и желтые, белые, и красные. Какая красота. Слушайте, продолжаем гастровинное исследование около анапских территорий. Сева привез нас в новое место. Посмотрите, какая хоббитовая тут практически деревня. И здесь столько красоты, столько фруктов. Вот эти вот виноградники. Какие-то вот зоны, которые тебя умиляют и восхищают. С октября месяца приезжаю каждый месяц в Анапу. И каждый раз я нахожу что-то новое. Ну и рада, конечно, поделиться с вами этим новым. В общем, место топчик. Практически паровозик облачко. И там смотрите сколько. На 500 человек хватит? Да вы что? Барашек? Не, барашек на 500 не хватит. Так это что за зверушка-то? Барашек. И сколько часов он так на качелях катается? 6-7? Ну, рецепторы разорвет, да? Ой, какой вы красавец. Слушайте, ну тут прям у вас серьезная установочка-то. Сколько такая стоит? Больше 2 миллионов. А это иностранная какая-нибудь? Нет, Наши делают уже, да? Конечно. Научились. Давно уже делаем. Представляете, тут все видно, температура какая. Вот датчики стоят. Техас позавидует. Да, Техас позавидует. Да, на первом. А, это брискет какой-нибудь будет, да? Брискет, ребрышки свиные. А потом супчик-то Здесь у нас- гороховый сварить. Здесь у нас лопаточки барашек. О, Да. ну вот что здесь дают? Усадьба Семигорье дает экскурсию по подвалам, сырную дегустацию, спа-комплекс и уроки гаражного виноделия. Здесь вот как в Бару и в Барбареско выложены вина в таких вот контейнерах. Ну от 500 выше. Выглядит все очень-очень серьезно. Вообще, если вы сейчас будете находиться на центральном пляже с Анапском или же там где-нибудь в Витязево, вы впечатлитесь количеством людей, даже несмотря на то, что сейчас перед 1 сентября
уезжает одна часть отдыхающих, приезжает другая часть отдыхающих. Вот посмотрите, какие есть места, где просто никого нет, и ты кайфуешь, наслаждаешься, пьешь разное вино, бюджетно доступное, смотришь на уточек. Здесь можно купаться. А виды какие, посмотрите, вот эти холмы, как будто бы Тоскана, Италия. Но это они должны приезжать и нам завидовать. Друзья, вот пляж, и вот смотрите, что происходит, как близко они подплывают. Это невероятное зрелище. Вот это вот все Гайкадзор. Очень известная и крутая винодельня. Не только своими винами, но и своей территорией, которая представляется как будто ботанический сад. Сюда лучше приезжать или утром, или на закате. Решайте сами. Слушайте, совершенно потрясающая подача. Вот это вот сокровище Черного моря. Паштет какой-то там, который открывается, когда разрезаешь, что-то там вытекает. Сейчас попробуем. И хумус из каштана. Вот хочу с него начать. Что ж такое есть хумус из каштана? Это какая-то фантастика. Фантастика. Вот это вот хочу еще попробовать. То есть тут такой вот патэ в виде камней с цитрусовым соусом. Оттуда вытекает, оттуда не будет вытекать. Отсюда должно вытекать. Ребята, Потекло. на здоровье. Все потекло. После этого места жизнь не будет прежней. Так, ну-ка вот это вот мы пробуем. Да-да-да, вот вытекает. Вот посмотри, я разрезаю, и вытекает соус из патэ. Называется патэ из перепелочки. Это что-то с чем-то. Выключай, пробуйте. Это совершенно потрясающая территория. Анапа, около Анапьи. Вот вы посмотрите. Виноградники, рестораны с дегустацией, с шикарной кухней. Посмотрите вот на эту красоту. Посмотрите, как растут желуди. Слушайте, а желуди какой красоты. Друзья, приехали в район Бургусской косы. Вот она в ту сторону. Попозже туда дойду. А вообще здесь, конечно, дорога дальняя от Анапы. Но здесь какая-то идеалистическая картина. Вот такие вот прям домики на берегу моря. Очень симпатичные. С другой стороны тоже отдельные дома такие, знаете, в эко-стиле. В песчаной доступности к морю. Ой, какой он тепленький. Как будто бы, знаете, можно кофе турецкий варить. Песок с ракушечником. Еще кварц там есть в геологии песчаной. Также все вот обустроено. Но ветрено. Идет шторм. Да, поднялся ветер, немножечко похолодало. Как красиво все это выглядит. Уже такое, знаете, серьезное море. Протяженность косы 12 километров. И она находится между лиманом и как раз морем. Ну, сейчас не солнечно. Если было бы солнечно, конечно, было бы больше лазурки. И такая околомальдивская картинка. Но все равно очень здорово. Смотрите, если говорить о воде, то она абсолютно прозрачная. Здесь нет водорослей. Это к тому, что какое многообразие пляжей. И вот уже практически видна вот эта вот мальдивская картинка. Выходит солнце, там идет шторм с непогодой. Слушайте, потрясающе. И я очень рада, что я приехала в это место. Хотя бы буду знать. И, может быть, вы кто-нибудь посмотрите на эти картинки, захотите сюда приехать. Слушайте, ну вот Бургусская коса, которая уникальна сама по себе. Вот посмотрите, вот там море черное, а слева Бургусский лиман с кайтсерферами. Какой резорт построили, который находится в дюнах, в песках. Посмотрите, какие домики миленькие. Я уже вижу, что там есть кухонка, холодильник, на втором этаже кровать. И пахнет травами. И морем, и лиманом. Лиман – это тоже вот часть заказника с кучей разных водоплавающих птиц. Ну, помимо чаек тут и лебеди есть. И вон, кстати, летает сколько много кайтсерферов. И здесь другой запах. В лимане же тоже чуть солоноватая вода, потому что она
переливается туда-сюда. А пока что могу сказать? Место очень крутое. Обязательно доезжайте. Может быть, даже спланируйте так отдых, чтобы здесь остаться, чтобы у тебя восход был в Лиман, закат был в море. Это, конечно, потрясающе, когда два водоема таких вот значимых, они там 100 метров. Исторический момент. Всю жизнь мечтала оказаться в персиковых зарослях, в персиковых рощах и вообще в большом количестве персиков от цветения до созревания. Цветение это я застала. А вот сейчас я буду помогать своему другу на персиковых плантациях, а потом будем делать плодово-ягодное персиковое вино. Ну, естественно, пробовать будем попозже. А пока вот посмотрите, какая красота. Еще не совсем готовы. Вот я попробую мягенькие с земельки. Вот это пушистика облупим. Очень хорошо чистится. Что может быть вкуснее на канале «Путешествуй вкусно»? Вот посмотрите, он как сицилийский апельсин, также и вот этот сорт персика около Анапского. Ну что делать в Анапе? Помимо моря и жары, когда 40. Собирать персики, собирать урожаи. Совместный труд не только облагораживает, объединяет, а также склоняет к возлияниям. Персики растут невероятно кучно. Короче, приезжайте на море, ищите персиковые сады, потому что это гораздо увлекательнее, особенно в первой половине дня, чем жариться на пляже. Вот, посмотрите. Сейчас мы будем это сортировать, убирать косточку и готовить к вину. В общем, нужно встать в 5 утра, приехать в персиковые сады, набрать, перебрать, а потом переработать. Сюда идет пюре, из которого будем делать персиковое вино, а дальше уже производные от этого вина. А вот сюда идет стопроцентный персиковый сок. Ну, что я вам хочу сказать? Персик – продукт невероятного запаха, вкуса. Сейчас на улице плюс 40. Но не спите долго, вставайте рано, приезжайте в поля, договаривайтесь с агрофермерами, занимайтесь агротуризмом. Вы будете счастливы, так же, как счастливы мы. Что я вам могу сказать? Еще раз, Анапа – это не только Анапа и Российская Федерация. Это вообще какая-то квинтэссенция всего красивого, что ты можешь взять, например, из европейской части. Вот посмотрите, вот уже отцвела, но вот это вот лавандовые поля, как будто бы ты в Провансе находишься. А до этого в Тоскане. Запахи вы себе не представляете. Этот воздух можно не то что пить, сёрбать. Такое впечатление, что я сейчас через нос, через рот, каждой порой чай с чабрецом пью. Рвать ничего нельзя, можно только смотреть, нюхать и наслаждаться. Такой, знаете, вот домичек, который как будто бы кукольный, с разными предметами, связанными с лавандой. Ой, блин. В юку вписалась. Хотела розу понюхать. Ой, розы, слушайте, пахнут вообще потрясающе. Есть розы, которые не пахнут. Эти же что-то там отдают невероятное. То есть тут еще не просто питанок, тут еще надо как-то это... Они проводят здесь турниры. Круто. Да, вечером лампочки зажигают. И очень интересный лес. В октябре я его обязательно начну исследовать. Плиточка азулежу практически в таком португальском стиле. 2 номера, да? О, клево. Интересно, сколько они стоят? Да? Представляете, как вы можете разнообразить свой отдых? Я не знаю, я специально не поеду в Прованс. Вот мой Прованс. Я хоть каждый месяц могу здесь бывать, будучи в командировке. Зачем, ребят? Вам все покажут и расскажут, как здесь прекрасно, еще и лучше.
Я не знаю, что это, новодел или это все-таки оригинальный. Это ретро-оригинальный Volkswagen? Да. Блин, он в каком-то идеальном состоянии. Круто. Не открывать. Не открываем. Вот буквально накануне отъезда в отпуск я посмотрела фильм «Фрида». Это же все мексиканская история. И вот, собственно, я оказалась через 3 дня в Мексике. Хотя не в Мексике. Но так получается, что то ли мысли материальные, то ли все имеет какие-то знаки. Как думаете, что это такое? Пишите в комментариях. Ай, ты чивава маленькая. А что такое? Ты малышка. Ты, господи, сладкая собака. Милота. Ой, какой запах у вас. Здравствуйте. Это у вас лаванда и десерты, да? Угу. А это конфеты? Это десерт. Розочка и лаванда. Да вы что? Смотрите, какая красота. И как делать? Там надо и вот так, как прищепка. Так? Да. А, смотрите, как вот так вот делаешь. 1500 рублей стоит. И тут вот получается тебе и Алина Кабаева, и Светлана Хоркина. Это старая французская игра. А водичка лавандовая, да? Гидромат. Все сами не делают. Угу. Компот фейхоа. Блин, как я мечтала о черноморской рыбалке, и вот наконец-то она случилась. Но с таким сталкером она не может быть неуспешной. Утка готовится к выходу. Включают какой-то кран. Такого еще опыта не было. О, как происходит погрузка нашего корабля, на котором мы пойдем на рыбалку. На таком я на Камчатке ходила, но там 4 по 100 было. Ну там океан. О. Ну что, ни хвоста, ни чешуи. Способ рыбалки в Черном море – это опускаем до конца нашу снасть и начинаем вот так вот играть. И ждем, пока рыба ударит по крючку. А мы зимой-то можем ходить на рыбалку? О, зимой, наверное, поинтереснее. Нет, ну такая же будет ловиться ставритка на голые крючки. А посерьезнее там катран, что-нибудь? Есть и посерьезнее. А это... Вот это вот камбала-то большая. Все есть, что клюнет, там же неизвестно. То есть это все теория вероятности. Да. В общем, рыбалка вот эта вот черноморская в Анапе, она очень увлекательная, потому что постоянно клюет, а это не дает тебе унывать, потому что хуже нет, когда ты просто сидишь безрезультатно, а тут ну, сколько результата. Ого! Посмотри, как она выгибается. О! 1, 2, 3, 4, 5. Вышла Юля погулять. Тихо, 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 тихо. Еще эта рыба кусается, поэтому если вы будете заниматься таким же промыслом, как и мы, вот, берегите руки. Укусила, блин. Причем, как, я не знаю, как кошка или как Мася моя. Ну что, вот смотрите, кровь. Пальцы в рот луфарю не суйте. И не целуйте. И не целуйте. Да, вот эти вот фоточки для Инстаграма, вот это не надо делать. Ого, рыба-кукушка какая красивая, да? Очень похожа на группера. В океане все происходит вдруг, но потом еще долго волна теребит скитальцев, доски, обломки мачты и спасательный круг. Все, без отпечатков пальцев. И потом наступает осень, за ней зима, сильно дует сирокко. Лучшего адвоката молчаливые волны могут свести с ума красотой заката. И становится ясно, что нечего вопрошать непосредством горла
и с помощью радиозонда синюю рябь, продолжающую улучшать линию горизонта.